У меня мандраж. Это мое первое интервью довольно с серьезными людьми. У меня назначена в офисе легендарная связка, дуэт легендарных личностей. Надеюсь, я не покажусь им каким-то отсталым засранцем. Покажу всю свою эрудицию, все, что я могу. Может быть, я вообще смогу попасть к ним на шоу. Может быть, мне так повезет, меня заметят серьезные люди. В общем, надеюсь, что все получится. Вот и он, наконец-то. Извиняюсь, Здорово, заставил здорово. ждать. Я тут тебя заждался. Я все приготовил уже. Нет, стоп. У меня тут специальная есть... Подвал, что ли? Ну, это не совсем подвал, это студия, можно сказать. Я ее снимаю для своих нужд. Я думаю, тебе понравится. Проходи. Да, все в порядке. Направо. Это правда, да? Нет, это лево. Тут у меня немножко не убрано. Стоп, вон туда. Не обращай внимания. Куда идти? Дальше я тебе скажу. Там открыто. 55 номер офиса. Нет, это 53-й. Да. Да, заходи, там уже все готово. Вот моя дыра. Там вот садись. А после этого, да? Ну так расскажи о вашем первом видео, о его создании, что вас вдохновило. Ну, после нашего знакомства с Джози Кассио, мы решили, что нужно заниматься каким-то творчеством. А он все фанател по вот этим вот видео, то, что Гачимучи. Я давно увлекаюсь Гачимучи. Это, так сказать, моя страсть. Угу. Я и думал, что, Это, извините, это вот где два полуобнаженных мужика борются? Да. Короче, я подумал, если надо что-то начинать, можно начать с короткой пародийное видео про это. Угу. Однажды мы с ним встретились в экспериментальной синагоге. И там он предложил мне снять видео. Ну, просто снять видео. У него не было идеи, у него не было ничего. А вот я подал хорошую идею, как говорится. А мы вырежем, да? Так, я подал ему идею. Я вот хочу еще вас, извините, что вас перебиваю, а вы занимались как-то, для этого видео вам уже нужно было как-то раскрепоститься? Как-то... Нет? Вам легко далось это? Хотя нет, да. Мы очень долго репетировали. Угу. Лапали друг друга? Нет, мы сначала... мне сложно было выучить текст, а потом еще... Мы сначала снимали на цифровую камеру, но в итоге она там как-то под дождь попала. Была такая история. И, короче, она может максимум 1,5 секунды снимать. Потом мы решили на мобильнике снять. И, в общем, у него были только глаза на уме. Что же с ними сделать? И мы решили немного адаптировать великую сцену из Boys Locked Room. И вместо спарринга сделать вырывание глаза. Но это была его. Вот это единственная была его идея. Остальное все придумал я. Говорю честно и откровенно. Вот, и вообще, на самом деле, я тут вас пригласил, чтобы задать один очень интимный вопрос по поводу вашего партнера. По съемкам. Это как вам решать. Короче, он хочет сказать про партнера Ли Джози Кассио. Да, именно про него очень интересно узнать. Что вы про него можете сказать? Какие у вас отношения?
Ну, мы прекратили сотрудничество. Ужасно, ужасно это слышать. Хотя, как бы это мой проект, я его подобрал, можно сказать, фактически на свалке. Причем это я говорю не образно. Угу, угу. А с чего все началось, там, каких-то косых взглядов? Вообще, как конфликт? Ему перестали нравиться мои идеи. Поэтому я сказал, если не нравятся мои идеи, работай один. Ну как тебе? Не очень. В смысле? Что тебе не понравилось? Ну смотри, да? Где там он сидит? Вот. Открывается сцена. С нашего смеха, да, там. И это, что? Ты лишился детства со своим учителем по истории? Ты говоришь, ты что, совсем меня не слушаешь? Смотри, ну круто же, ну. Это плохо. Что плохо? Не нравятся мои идеи, тогда работай один. На самом деле, я здесь для того, чтобы уточнить по поводу вашего конфликта с вашим коллегой. Дело было так. Что это за дерьмо? Не понравилось? Как такое может понравиться? Даже КВН лучше. Я не собираюсь в этом участвовать. Чем вы занимаетесь после конфликта? Смогли ли вы найти себя? Да, я смог себя найти. Я сейчас довольно успешно снимаюсь в рекламе. О, привет. Если вас летом замучила жара, от жары вас спасет мороженое 20 копеек. Ее состав – молоко, дешевизна и утоление жажды. Бери мороженое 5 копеек и не прогадаешь. Всего за рубль 5 копеек. Ну так это... А как произошла ваша первая встреча с Франсуа? Я его подобрал еще котенком. Угу. И что вы думаете делать со всей этой ситуацией? Ну вот смотри, ты мне объясни. Мы с тобой вместе начинали, да? Тебе все нравилось. Там, а теперь, типа, ты сочиняешь какие-то тупые шутки. Что это такое вообще? И вообще, если бы не я, ничего нашего шоу не было, понимаешь? Ты это понимаешь? Я автор всех шуток. И теперь ты сам ничего не можешь придумать. И потом говоришь, что я сочинил отстойные шутки. Что это такое вообще? А? Что это, а? Ты был мне как брат. Да я же есть твой брат. Да, но брат по кинематографу более важный, чем брат родной. Я считаю, что я это расцениваю как предательство. Ты меня предал. Скажите, почему вы решили сменить вид деятельности с летсплеев на кинематограф? Хороших летсплейщиков много, а хороших режиссеров всего единица. Если у вас не хватает времени на перекус, но вам нужно что-то питательное, не раздумывая берите мороженое каштан. Мороженое каштан годится не только как десерт, но и как сытный перекус. Мороженое каштан – ваш выбор.
Да, кстати, еще хотел с вами попросить вас сделать это ваше знаменитое выражение лица испуга. Можете для передачи один разок. Да нет, ну что вы. Ну, пожалуйста, ну для меня. Ну давайте. Да, еще можно еще капельку. А можете покричать еще. Я хотел сказать спасибо, что согласился прийти. И прости, что я допустил 2 грамматические ошибки там в переписке с тобой. И вот мы договаривались встретиться. Я хочу, чтобы ты устроил нам встречу с
Жузи Кассио. Эй, просыпайся. У меня для тебя есть сюрприз. Знаешь, в нашей последней встрече прошло много времени. Я много чего наговорил тогда, о чем сейчас жалею. Эта ссора, по-моему, слишком затянулась. А я слишком дорожу нашей дружбой. Я не могу просто все взять и перечеркнуть. Что ты думаешь об этом? Я с тобой согласен. Эта ссора слишком затянулась. Что будем дальше делать? Я жалею, что я был с ним слишком строг. Его шутки были не такими уж плохими. Когда мне впервые предложили сняться в рекламе, я сразу обратился к своему коллеге и попросил его скрыть видео на ютубе. Почему-то сразу я их застеснялся. Да сейчас я понимаю, насколько это было глупо. Но сейчас мы помирились, и в этой истории счастливый конец.